Австро-Венгрия – бывшее государство в Центральной Европе, основанное 8 июня 1867 года. На современной карте в территорию Австро-Венгрии входят Чехия, Словакия, Венгрия, Австрия, Хорватия, Босния-Герцеговина, Словения, а также небольшие территории Украины и Румынии. В свое время эта страна была влиятельна на весь мир, не имея даже колоний. Однако что же сгубило и развалило ее? Поражение в Первой мировой? Как бы не так. Для вашего наилучшего удобства в описании к видео я оставил тайм-коды, по которым вам должно быть легче ориентироваться. Давайте начнем. Еще до Первой мировой войны по всей территории Австро-Венгрии проживали разные этнические группы, начиная от итальянцев и заканчивая украинцами. Каждый народ хотел вести свою политику, а также провозгласить свою независимость. Это один из немногих ответов, почему Австро-Венгрия распалась, а Германия нет. С каждым годом сепаратизм развивался по Австро-Венгрии, а по правительству было тяжелее подавлять бунты и прочее. Второй ступенью по распаду Австро-Венгрии является убийство Франца Фердинанда, совершенное 28 июня 1914 года. В источниках его также называют Сараевским убийством. Когда Фердинанд и его жена были убиты сербским националистом, что стало предвестником мировой войны. В тот день эрцгерцог и наследник австро-венгерского престола Франц Фердинанд должен был посетить Сараево, чтобы наведать офицеров, но водитель свернул не на ту улицу, и в итоге эрцгерцог напрямую встретился с убийцей, что, как я говорил ранее, стало поводом для начала войны. Говоря о внутренней политике Австро-Венгрии, можно вообще ничего не говорить. Политика была такова, что все самые главные финансы, ресурсы и прочее шли на военные нужды. Это еще больше бесило народы страны, и они опять противоставали. Помимо всех ранее сказанных проблем, на Австро-Венгрию напал неурожай в 1918 году, а также полный экономический кризис. Австро-Венгрия воевала сразу на нескольких фронтах и во всех проигрывала. Из-за критической ситуации в стране она не могла дальше вести войну, что стало последней каплей существования Австро-Венгрии. Славяне, воевавшие на востоке с Российской империей, не понимали, за что они воюют – за своего императора или за независимость. 17 октября 1918 года Совет Венгрии разбивает унию с Австрией и провозглашает свою независимость. Многие считают, что это было сделано, чтобы Венгрия смогла завоевать больше территорий, в приоритете Трансильвании, а также будет более могущественной, нежели в унии с Австрией. Позже Новая Венгрия вводит свои войска на территорию Трансильвании. Это не очень нравится Румынии, и в итоге у них разгорается война, победителем которой становится последняя. Венгрия также примет участие в войне за Галицию, но снова одержит поражение. Чешские и словацкие советы решают объединиться против австро-венгерской политики, что знаменует независимость Чехословакии 28 октября 1918 года. Это государство также примет участие в войне за Галицию и завоюет небольшую окрестность. Хоть Чехословакия являлась советом двух наций, на ее территории проживали как и немцы, так и украинцы. В будущем это сыграет свое. После провозглашения независимости Чехословакии и Венгрии 29 октября того же года объявляется новое государство – государство словенцев, сербцев и хорватов. В будущем это будет называться Югославией. Еще до начала войны множество партизанов и шпионов предупреждали о том, что Черногория и в основном Сербия хотят воссоединиться с соседними народами в одно государство. И в итоге им такая возможность предоставляется. Спустя некоторое время это государство расширится и образует Югославию, состоящую из современных Сербии, Черногории, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, Хорватии и Словении. За всю историю Австро-Венгрии как раз таки эти нации больше всего и поднапрягали правительство из-за сильных сепаратистских бунтов. Видя полную слабость Австро-Венгрии и невозможность оказать сопротивление, 3 ноября украинцы выходят из состава Австро-Венгрии, провозглашая ЗУНР
или всем известную Западную Украинскую Народную Республику. Австро-венгерцы будут пытаться собрать обратно свои территории, но этого не выйдет из-за проблем с митингами и войной. А спустя 3 суток, 6 ноября, в городе Краков объявляется воссоздание Польши, которая сразу же забирает немалые территории, а после войны и вовсе по Версальскому договору получает еще больше национальной польской местности, тем самым создавая германский коридор, который делит Германию. Во время Второй мировой это сильно повлияет на военные события. А что же там с Австрией? А с ней все так же, как и с другими. Понимая, что уния с Венгрией разорвана и не в бытии, а также создание новых стран утвердило решение Австрии о распаде Австро-Венгрии. Также на такое тяжелое решение на Австрию повлиял страх распада и территорий современной Австрии, а также множество австрийцев считали себя немцами или арийцами. В будущем этим также можно объяснить аншлюз Германии и Австрии в 1938 году. Позже Австрия дает город Больцано, Мельно и еще один, а также принимает нейтральную сторону войны. Это было создано для того, чтобы избавиться от страха распада Австрии. За все 4 года распада Австро-Венгрии появлялись такие государства, о которых не слышали даже множество историков, но эти территории, заселенные разными народами, так или иначе попали в состав уже более могущественных государств. Румыния отвечает Венгрии и вторгается на территорию Трансильвании и одерживает победу, закрепив свою территорию. Каждое государство наросло свою экономическую ситуацию. Возможно, они были бы еще могущественнее, если не агрессия со стороны Германии. Так и заканчивается история Австро-Венгрии. Но есть еще один вопрос. Можно было как-то увернуться от распада такой империи? Скорее всего, нет. Ибо еще после конца династии Габсбургов новая Австро-Венгрия стала местом для сепаратизма. У Австрийской империи еще были ценности, которые объединяли славян. Вот Австро-Венгрии нет. Да если брать факт все ранее сказанные причины, то Австро-Венгрия все равно бы распалась и была бы поделена. Буду надеяться, что вы узнали для себя что-то новое. Но на этом все.